Друзья, топ-5 ТВ-боксов на лето 2021, уже, к сожалению, середина июля, но все равно я думаю, что он будет актуален аж до середины осени, пока не появятся какие-то новинки, либо прошивки на нечто старое. И он действительно изменился, в нем появилось больше сертифицированных устройств, в нем произошла небольшая ранжировка, и вы знаете, он мне стал нравиться. Обычно 50-100 это был такой себе топ, который он был компромиссный, то есть там был один лидер, остальное все куда-то там шагало, не пойми куда. Сейчас все совсем по-другому, поэтому мы открываем этот топ от 50 до 100 долларов ТВ-боксов из Китая на лето 2021, поэтому подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши видосы и, конечно же, розыгрыши ценных призов и подарков. Ну а мы начинаем на канале Технозон. Хоу, смотрите, мы сейчас сразу же с вами включили 5 место. Я предупреждаю, у нас будет 5 мест, 5 мест. 5 мест плюс одно вне топовое, объясню почему вне топ. Но об этом немножко позже. Смотрите, на 5 месте у нас достаточно длительно держится X88 King. И это единственный представитель в топе от 50 до 100 долларов на iMlogic S922X процессоре с 4 гигабайтами оперативной памяти LPDDR4 плюс 128 гигабайт хранилища, и плюс у него есть еще USB 3, Bluetooth 5, 1000 мегабитный LAN, Wi-Fi 5 ГГц. Неплохая коробка, но, к сожалению, эта коробка, во-первых, дороговата, около 100 долларов, она дешевле, чем 100 долларов, и вот она дороговата, около 100 долларов, и плюс у нее базовая прошивка, это полный шлак, это факт. То есть мы должны вам сразу это говорить, и есть на него прошивки. Есть на него шикарнейшие прошивки, есть Slimbox, есть Android TV от другого ромодела, и в принципе в данном случае коробка становится интересной. Но он становится неинтересным, почему? Потому что, смотрите, как только вы его покупаете с голосовым пультом каким-нибудь, ну здесь он i8, как только вы его покупаете с голосовым пультом, если его брать за 85 долларов, то это еще ничего, и вы берете голосовой пульт более-менее нормальный долларов за 12-13, это почти сотка, то есть вы вкладываетесь до 100 долларов. Но в данном случае я бы уже смотрел бы топ over 100, то есть где-то 130-140 долларов. Можно взять нечто интереснее, по крайней мере в плане прошивок и качества исполнения, потому что здесь дешевый китайский пластик. Ну, такое себе дело. Хотя она имеет право на жизнь абсолютно, то есть вместе с прошивкой. Без прошивки эта приставка ничего интересного ни для кого не представляет. Поэтому если у вас есть прямые руки, кабель USB-AA, вы спокойненько взяли на комп, подпрошили, и будет вам счастье. Конечно же, ссылочка на эту приставку, на обзор, да и вообще на всех представителей этого топ-5 лежат в описании под видео. Можете спокойно перейти, посмотреть, там же ссылочка на проверенных продавцов, которых мы рекомендуем. 4 место, и здесь у нас перетрубация. На 4 месте у нас Xiaomi Mi TV Box S. Да, он до сих пор держится, да, он работает, он еще будет долгое время работать, потому что в нем, есть сертификация, в нем есть голосовой пульт, в нем есть голосовой поиск из коробки, в нем есть YouTube HDR, в нем есть Netflix, при этом с HDR, в нем есть лицензии Dolby Digital DTS обыкновенные, при этом здесь Dolby Digital Plus. Кстати, в X88 King тоже там автофреймрейт есть, как и в Xiaomi Mi Box, но он реализован там сторонними средствами. То есть, если у Mi Box есть также и автофреймрейт, который реализуется, программный автофреймрейт, который реализуется в самих приложениях типа Vimo, Kodi, TVMate и тому подобных, то в X88 Smart там, конечно же, есть проблемка из коробки, и вы либо должны иметь root права и установить AFRD, либо просто-напросто установить прошивку, в которой есть поддержка автофреймрейта. Здесь все работает из коробки, но справедливости ради, устаревший процессор, немножечко устаревший, формула памяти 2 на 8, хотя 2 на 8, я скажу, для проигрывания чисто контента, использования его в плане ТВ-бокса, это более чем достаточно. Об этом я веду речь давно, и многие мне не верят. 2 гигабайта это вообще идеальное по мне соотношение, потому что лишнее он будет выгружать, и быстродействие достигается именно за счет здесь того, что 2 гигабайта, а не 4, потому что Android устроен так, что имея 4, он займет 2 гигабайта, оставит половинку.
Имея 8, он все равно займет 4 гигабайта и оставит половинку. То есть он будет жрать ровно столько, чтобы обеспечить загрузку максимального количества приложений на половину объема его памяти. Это очень грубыми словами. Поэтому Xiaomi Mi TV Box до сих пор актуален, он получает обновления, он работает. Правда, один USB-порт, потому что есть таких, в которых вообще USB-портов нет. И мы плавненько переходим на третье место. Конечно же, ссылка на это тоже в описании под видео. И он стоит сейчас неоправданно дешево, 56 баксов. И Mi Cool KM6 Deluxe у нас скатился со второго на третье место. Объясню почему. Потому что какие-то детские болячки, слушайте, детские болячки в виде отваливающегося пульта, иногда отваливающегося Wi-Fi после перезагрузки и там еще каких-то моментов, они в принципе уже решены последним фиксом в группе по Mi Cool KM6 Deluxe, ссылку на которую вы можете найти в обзоре на этот KM6 Deluxe, а сам обзор найти в описании под видео. Вы можете пойти в наш телеграм-чат по Mi Cool KM6 Deluxe и взять этот фикс, установить это обновление, и там вы все это пофиксили. То есть сейчас эта приставка лишена каких-то моментов, но обещанного Netflix нет, допустим, там какие-то все равно детские болячки остались, люди там морочат с ним голову, то есть здесь нет управления с пульта, допустим, громкостью вашего телевизора, то есть это классический TV-бокс с сертифицированным Android TV, конечно, Wi-Fi L1, там HDCP 2.2 есть, но при этом зачастую такие приложения, как Netflix, работают в 1080p, возможно, не поддержка от Око и тому подобных сервисов. То есть вот такая вот, знаете, чехарда. Вроде сертифицированный бокс, но для технологии P2P, то есть для просмотра фильма онлайн, он более чем достаточен. Он мощный, это iMlogic S905X4. Он отлично проигрывает с различных источников фильмы, которые не со стриминговых сервисов, скажем, очень простым языком. И с этим он справляется, просто отлично. То есть он действительно классный ТВ-бокс. Но вот эти вот детские болячки и сертификация Netflix не позволяет ему быть лидером. При этом он оснащен Wi-Fi 6, он оснащен 1000 мегабитным LAN, Bluetooth 5, S905X4, я повторюсь. У него действительно все нормально работает. Но вы должны понимать, что, например, даже голосовой поиск на стороннем пульте вам придется устанавливать какое-то левое приложение и настраивать. Это тоже есть такой момент. И все эти приложения, и все эти обзоры у нас есть. Тоже ссылка в описании под видео. А на второе место у нас ворвался, кто бы вы думали, Mi Cool KM2. Да. Вот думайте, не думайте, но наши опросы, наши отзывы показывают статистику того, что Mi Cool KM2 прям вот пришел, знаете, пришелся по вкусу нашим подписчикам. Почему? Потому что это сертифицированный Android TV 10. Это голосовой пульт, с помощью которого можно управлять и телевизорами, и звуковыми панелями, и черт пойми еще чем. То есть у него встроено изначально, то есть вы управляете ТВ-боксом, телевизором, звуковой панелью, либо ресивером. То есть он автоматически поддерживает, есть настройка. Плюс это не совсем Mi Cool, это все-таки Skyward, а это уже совсем другое качество. И он лишен этих детских болезней, которые присущи Mi Cool KM6 Deluxe. То есть да, здесь нет автофреймрейта как такового, но давайте так, я парирую. Нет ни одного ТВ-бокса в мире на лето 2021 на Android TV 10 с правильным автофреймрейтом. Ни одного. Даже сам Google в своем Chromecast 2020 не может нормально реализовать этот самый автофреймрейт. Поэтому я его конкретно сам использую с телевизором LG, и уплавнялка решает все эти вопросы с джодер-эффектом. И зачастую данный ТВ-бокс это очень удобно, когда вы покупаете его именно для телевизора, у которого есть уплавнялки, MEMS так называемые, или MEMC, или MEMS, по-разному называют. Чем примечателен? Тягает тяжелые торренты, отличный Wi-Fi модуль, есть LAN на 100 мегабит, но я его абсолютно не использую, потому что действительно 5 ГГц просто отличный. Сразу предупреждаю, есть момент с 5 ГГц, он должен работать либо 36 канал, либо вам придется каналы подбирать индивидуально, в принципе, как и в Mi Cool KM6. Плюс здесь шикарнейший пульт, реально. И здесь формула 2/8, которая тоже абсолютно хватает. Здесь поддержка HDCP 2.3, есть HDMI 2.1, есть USB 3. Вот даже если сравнить с Mi Box, смотрите, iMlogic S905X2B с лицензией Dolby Digital, здесь есть лицензия Dolby Digital. 2 гигабайта, здесь DDR4. Вот этим и обусловлено просмотр фильмов, допустим, по 100 гигабайт. Я на нем 100-гиговые фильмы таскаю свободно. Tutituar Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth 4.2. Так, что у нас там еще есть?
поддержка Dolby Audio и, конечно же, есть поддержка Netflix. Вот единственное, чего нет автофреймрейта, но я без него сейчас абсолютно отлично живу. Уже меня откровенно говоря задолбало вот это моргание. Я ставлю обычно 50 Гц для того, чтобы смотреть IPTV. Ну, либо вы можете для фильма поставить вручную 24, если вам так нравится. А вообще вся моя вот техника, она поддерживает, ну, у меня только телевизоры LG, они все поддерживают уплавнялки. Очень хороший бокс, очень хорошее качество сборки, очень хороший пульт, очень хорошие возможности, поэтому он на втором месте. Но на первом, до сих пор держится Yugus X3. И это единственный представитель, который столько держится. Объясню почему. Если вы сейчас меня спросите, а где же там X96, где там все остальные вот эти вот подделки китайские, они все в топе до 50, и они все требуют все равно перепрошивки на какие-то порты Yugus. Но случилось так, что, например, тот же самый X96 начал без предупреждения менять ревизии, получилось там X96 Max плюс Q2, X96 Max плюс Q100, и там черт знает что, и даже иногда люди в прошивках путаются, шьют у них, то сеть не работает, то еще что-то. X3 Pro, допустим, X3 Cube, X3 Pro и X3 Play — это приставки, в которых не надо особо морочиться. Это вообще для приверженцев чистого Android, потому что есть люди, которые ставят на него Square Home Launcher просто из маркета, настраивают красивейшие обои, устанавливают туда погоду, виджеты, все оптимизировано под пульт, есть автофреймрейт всех видов плюс AFR кальк, есть поддержка голоса из коробки даже на чистом Android, есть Android TV прошивки, есть Android TV модуль, есть абсолютно все. При этом он работает на Amlogic S905X3 с неплохой памятью DDR4 и тягает действительно тяжелые фильмы спокойно. У него гигабитный LAN, Wi-Fi 5 ГГц, который тоже вроде неплохо работает, больше 200 мегабит. Хотя, допустим, в том же Mikulka M2 получше, там Tutituar Wi-Fi. Слушайте, ну Yugus X3, он еще будет держаться, и пока не выйдет Yugus X4, это будет несменный лидер, но я вам скажу, сильно не ждал X4, потому что кроме как смены версии Android и получения AV1 кодека в YouTube, вы ничего дельного не получите. Вот такой вот низкой цены на X3 Cube в 55 баксов я не помню давно. То есть можно взять X3 Cube и смотреть спокойно контент. Это очень неплохо, ну, действительно хорошая приставка. Вы можете просто пойти посмотреть мои обзоры, можете пойти посмотреть те видео, которые я делал про X3, вообще про сам Yugus. Вся по себе экосистема Yugus, она очень удачна. Ну а внетоповое место это Mikulka T1, тоже на сертифицированном Android TV, тоже неплохая приставка, но абсолютно без автофреймрейта. Зато с DVB T2, который неплохо работает с очень даже неплохим пультом, у которого программируются кнопочки. И вот, знаете, здесь лицензия Dolby Audio, но нет сертификации Netflix. Почему в не топ? Потому что практически идентичен Mikulka M6 Deluxe, у него соточка LAN, при этом формула памяти 2/16, но он работает очень даже неплохо. То есть это стабильный, он у нас есть уже в тестах порядка 2 месяцев, и вопросов у нас с ним не возникало. У него нет вот этих вот детских болезней, которые есть, допустим, у Mikulka M6 Deluxe, именно детские болезни я это называю. То есть он лишен их, но при этом он не настолько развит, ну скажем так, в плане того, что там нет гигабитного лана, есть всего лишь 2/16, и, конечно же, нет автофреймрейта. Хотя, получается, у нас в топ начали уже потихонечку входить без автофреймрейтные ТВ-боксы, и стоить он будет 82-24. Обзор у нас есть тоже в описании под видео, как и ссылочка на сам ТВ-бокс. А здесь самое интересное, знаете, что может быть интереснее купить Mikulka T1, что может быть интереснее купить Mikulka T1 с 2 пультами. Сейчас я покажу. Та-дам! Вообще тут пульты очень даже классные, и если бы они продавались отдельно, если вы знаете где-то, киньте мне в личку ссылку, я с удовольствием куплю, потестим на каких-нибудь пультах, вернее на каких-нибудь ТВ-боксах, потому что пульт действительно прикольный, хотя и без аэромыши. И это из Китая топ. Ребят, я не буду вам рассказывать о том, что это топ всемирный, потому что в мире есть намного более интересные приставки за свои деньги. Но зачастую их либо трудно взять, либо они не оправдывают ожидания своих, скажем так, владельцев новоиспеченных, либо просто-напросто они рассчитаны больше под платный контент, либо Dolby Vision контент, либо еще что-то, которые абсолютно не нужны пользователям широкого масс-сектора. Поэтому топ есть на лето 2021. Все ссылочки в описании под видео. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока.